Дорогие друзья, я Марина Николаева, и мы продолжаем тему семейных сценариев, шаблонов восприятия, по которым мы живем. И в этом небольшом видео мы попробуем ответить на вопрос, почему мы сомневаемся, почему мы часто сомневаемся в себе, в своих решениях, почему мы колеблемся, что за диалог, что за дискуссия звучит в нашей голове. И мы уже смотрели, да, мы немножко рассмотрели семейные сценарии и шаблоны, и как они формируются, и что такое хорошо, и что такое плохо. Конечно же, это мнение, оценки очень близких наших родственников, близких людей, родителей, значимых взрослых, которые в детстве, в раннем детстве уже вложили эти понятия в нашу голову. И, конечно же, это их мнение. Другого мнения у нас тогда и не было, и не могло быть. Это их представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, как должно быть, как правильно, как неправильно. И от того, что это наши родители или близкие, значимые, дорогие и любимые наши люди часто. Да. От этого эти мнения не перестают быть чужим мнением. И знаки, которые они вложили в качество, в поведение, поступки других людей, это их мировоззрение, и они поставили там эти знаки. Плюс или минус, хорошо это или плохо. Они сформировали наши оценки, исходя, конечно, из своей истории, из истории своей жизни, своего детства, своего опыта. Поэтому мы потихонечку перестаем называть это хорошо или плохо. Просто это такие общие слова. Хорошо и плохо – это та оценка, которую поставили в свое время этим качествам, этим поступкам наши близкие родственники. И поэтому это не хорошо и не плохо, это просто чужое мнение. И во взрослом возрасте, уже приняв, впитав буквально это мнение, мы приняли его как свое, мы уже имеем готовую оценку, мы уже вложили все знаки во все качества и начинаем сравнивать и оценивать себя и других людей как будто бы уже сами, да, как будто бы это стало уже нашим мнением. Но по факту мы продолжаем жить по чужим программам. И да, я стараюсь не называть их негативными или позитивными, просто это не наши программы, и в этом и весь вопрос. А где же наше собственное мнение? Да? Пока мы живем по программам и оценкам других людей, какими бы близкими они нам не были, мы живем по чужой программе. И, собственно говоря, в этом вся проблема. И как формируется самооценка на самом деле? Что такое самооценка? Это тоже представление наших близких родственников о том, что такое хорошо или плохо, и это формирует наши шаблоны восприятия и по факту формирует нашу самооценку, оценку других людей, оценку ситуаций, которые происходят. И мы уже понимаем, что это не находится, конечно, все время в нашей голове. Мы не каждую секунду думаем, глядя на какие-то поступки или ситуации, это хорошо, потому что, это плохо, потому что мы просто чувствуем, что это как-то неправильно или вот это правильно, нам приятно или неприятно. И это все происходит только потому, что мы как просеиваем все, что происходит вокруг, через сито наших шаблонов, нашей программы. Там уже прописано, хорошо это или плохо. И самооценка, которая по факту, конечно, не является нашей собственной оценкой самих себя, это тоже сформировано нашим близким окружением в далеком детстве. И самооценка не бывает тотально низкая везде. Это, в принципе, уже тогда комплекс неполноценности и встречается достаточно редко. На самом деле самооценка скачет. Да? В одном месте она хорошая, мы чувствуем себя уверенно, в другом месте она низкая, мы чувствуем себя неуверенно. Где мы чувствуем себя уверенно? Там, где мы проявляем качество из списка хороший, мы себе нравимся, мы себя хвалим, и самооценка там нормальная, и уверенность в себе есть. Падает она в той части, где мы себя не любим, где мы себе не нравимся, где мы проявляем качество из списка плохой, да? И именно такая критика будет цеплять нас за живое, мы будем на это реагировать, и у нас будут возникать негативные эмоции, и у нас будут возникать сомнения, да, когда мы в своих действиях, мыслях или чувствах, своих желаниях попадаем в список плохой. И давайте сделаем небольшое упражнение на эту тему, чтобы
понять, да, как же на самом деле мы сомневаемся, почему же мы колеблемся, что на самом деле играет решающую роль в наших сомнениях. И сейчас вы можете выбрать любую роль, которая сейчас активна в вашей жизни. Мы уже обсуждали в предыдущих видео, что такое активные роли, неактивные, да, те роли, которые мы сейчас исполняем, допустим, жена, мать, отец, сын, начальник, коллега, друг, подруга и так далее, их бесчисленное количество. И у нас на каждую эту роль есть шаблон. Какая должна быть эта роль хорошая, если, чтобы она была хорошей. Но какие-то роли, которые сейчас активны в нашей жизни, они, естественно, более актуальны, и мы в них живем, те, кем мы сейчас не являемся, они просто неактивны, они в таком спящем режиме, но тем не менее они присутствуют в нашей программе, и как только мы в такую роль входим, сразу активируется шаблон. Подумайте, просто выберите любую роль, какая сейчас вам приходит в голову, где сейчас вы пребываете. Можно выбрать роль, которая вызывает у вас наибольшее количество каких-то негативных эмоций или вообще эмоций. И подумайте, какие качества вам приходят в голову, которые соответствуют этой роли? Какая она должна быть, чтобы быть хорошей? Какая должна быть хорошая жена, хороший муж, хороший начальник, друг и так далее? Лучше всего написать список таких качеств, опишите ее, какая это роль, чтобы она была хорошей, да, какие у нее должны быть качества, какое должно быть ее поведение, отношение к другим людям, привычки и даже внешний вид. Мы же понимаем, что если мы приехали на работу и входим в роль коллега или начальник или сотрудник, то у нас и внешний вид будет меняться, и мимика, и жесты, и речь, и подбор слов. Мы, входя в роль, действительно начинаем проигрывать эту роль такой, какая она должна быть в соответствии с нашим шаблоном, хорошей. Да. Как она себя ведет, эта роль, что она делает. Подумайте об этом. Это очень полезное упражнение, потому что таким образом, прописывая эти качества, хорошие роли, мы, собственно говоря, начинаем прописывать программу, по которой мы живем в контексте данной роли. И на каждую роль у нас есть такая программа. И в целом все эти программы каждой роли целиком составляют, собственно говоря, наше мировоззрение, наше отношение к жизни, к другим людям, и в конечном итоге формируют наше поведение, а, соответственно, в конечном итоге формируют нашу жизнь. Сравните эту роль с собой. Как вам кажется, насколько вы ей соответствуете? Насколько вы похожи на нее? Чем больше есть внутреннее ощущение несоответствия роли хорошее, тем больше у нас возникает негативных эмоций и чувств, тем больше мы будем пребывать в чувстве вины или стыда. Мы можем даже злиться, раздражаться. Нам нужно понимать, что эти чувства, эти негативные чувства возникают тогда, когда мы выходим из роли хорошей, мы начинаем ей не соответствовать. И сейчас вы можете, опираясь на свои ощущения, прочитав вот эти списки или подумав о том, какая эта роль должна быть хорошая, прислушайтесь к себе, какие у вас возникают чувства, эмоции. Чем больше у нас возникает негативных чувств, когда мы думаем о роли хорошая, тем больше мы ей не соответствуем. Это значит, в глубине души, в нашем истинном я, наши истинные желания далеки от этого списка, но мы стараемся ее исполнять. Мы изо всех сил стараемся быть хорошими, быть в этой роли, потому что так нас приучили в детстве. Потому что в детстве это помогало ребенку, помогало получить любовь, заботу, похвалу. И сейчас работает та же самая программа. И мы надеемся, оставаясь в этой роли, получить эту любовь, заботу и внимание окружающих. И не сомневаемся, что этот результат будет. Надо только оставаться в этом шаблоне, в этой роли хорошей. Прислушайтесь к себе, прикройте глаза и постарайтесь представить себе эту роль хорошая. Как она выглядит, посмотрите на нее со стороны.
И сейчас мы подумаем над вопросом, что, конечно же, роль хорошая не может существовать отдельно от всего. У нее есть полярность. Всегда напротив шаблона хороший есть шаблон плохой. Это названия условные, как мы уже обсудили, но мы как будем называть это хороший и плохой? И у каждой роли хорошей есть роль плохая. Хорошая жена, плохая жена. Потому что это все идет в сравнении, в оценке, и по-другому оно быть никак не может. Точно так же, как не может быть день без ночи, черное и белое, добро и зло. Они познаются в сравнении, и без этого сравнения, если бы не было этой полярности, то и не было бы такого понятия, как хороший. Всегда есть полярность. И напротив шаблона «хорошая жена» всегда есть шаблон «плохая жена». Именно туда, куда мы больше всего боимся попасть, именно там мы больше всего боимся критики, осуждения и в конечном итоге отвержения. Попробуйте представить полярный шаблон к той роли, которая сейчас у вас есть в этом упражнении, которое вы выбрали для этого упражнения. И посмотрите, их двое. Есть хорошая жена, это, конечно, как пример, и рядом с ней есть плохая жена. Какие у нее качества? Как она выглядит? Как она ведет себя, эта роль? И вот у нас есть две полярности. В одной мы стараемся держаться изо всех сил, иногда сил на это уходит очень много жизненного ресурса, энергии уходит на то, чтобы удержаться в шаблоне хороший и не попасть ни в коем случае в шаблон плохой. И сейчас закройте глаза и вспомните любую ситуацию из вашей жизни, где вам сложно было принять решение, где вы колебались, сомневались в правильности своего решения, своих поступков, не знали, как лучше сделать. И это может быть любая ситуация, актуальная ситуация из сегодняшней жизни, где вы сейчас колеблетесь и сомневаетесь, и еще пока не приняли никакого решения. А может появиться ситуация из разных периодов жизни, из прошлого, где решение уже было принято, но вы до сих пор колеблетесь и сомневаетесь, а правильно ли оно было, правильно ли это было сделано. Посмотрите на эту ситуацию, которая сейчас всплывает в вашей голове, с позиции наблюдателя, как будто со стороны. Что там происходит в этой ситуации? Есть сомнения, есть аргументы за и против. Представьте в этой ситуации две эти роли, хорошая и плохая. И наблюдайте, как они спорят между собой, как они высказывают свои мнения, какие это мнения. Какие есть аргументы у каждой этой роли. И у хорошей, и у плохой есть свои аргументы, есть свое решение, есть свое желание. Отпустите их, дайте им поговорить друг с другом. Просто наблюдайте со стороны за их диалогом. Какие аргументы приводит каждая из этих ролей в пользу своего решения? Что каждая из них думает по поводу ситуации, где вы колеблетесь? Посмотрите, насколько сильны между ними противоречия, насколько сильно они спорят, как их диалог переходит, может быть, в конфликт или в ссору, а иногда даже в драку. Понаблюдайте за этим со стороны. Могут ли они прийти к какому-то компромиссу, совместному решению? Или они очень противоречат друг другу? И сейчас, наблюдая за их спором, за их диалогом, вы можете представить себе, что диалог, который происходит у вас в голове, когда вы сомневаетесь в чем-то и не знаете, как лучше поступить, что лучше сказать, как лучше сделать, какое решение принять, проигрываете бесконечно какую-то тему,
надо было сделать, сказать, или вот надо лучше сделать, сказать вот это сейчас. И вы можете сейчас очень наглядно увидеть, как разговаривают друг с другом ваши роли. Это разговор между ними. Это действительно диалог, который постоянно звучит в вашей голове, когда крутятся мысли о том, а как надо было бы и как было бы лучше. Это хорошее спорит с плохой. И у каждой есть свои аргументы за и против. И на самом деле в этом диалоге мы постоянно перекидываемся из роли в роль, но в нашей голове это звучит как некая каша. Часто мы называем это мысленная жвачка, которая крутится и крутится в голове, в этих сомнениях и колебаниях. И сейчас очень полезно наглядно разделить их. Да. Это не мои мысли. То да, то нет. Да. Это спорят две роли. И в любой ситуации, где вы колеблетесь и сомневаетесь, вы сейчас легко можете увидеть, да, какие роли участвуют именно в этой ситуации, где происходит ситуация на работе, дома, в отношениях с друзьями, в других отношениях. И вы можете посмотреть, как эти роли, две полярности, которые активны именно в этой ситуации, спорят друг с другом. Послушать их аргументы, послушать их мнение. И уже эта каша в голове начинает немного структурироваться. Вы лучше разложите по полочкам аргументы за и против. Вы увидите эти роли, эти шаблоны. И вы лучше начнете понимать, почему вы не можете принять решение в этой конкретной ситуации. В чем вы колеблетесь и сомневаетесь. Вопрос заключается в том, что это полярности, и поэтому у них и мнения полярны, и аргументы у них полярны, и они часто не могут прийти ни к какому согласию, и этот диалог превращается в постоянный бесконечный замкнутый круг, и от этого болит голова, и решение не принимается. В любых ситуациях, где вы сомневаетесь и колеблетесь, и не можете принять решение, не чувствуете уверенности в себе, просто сядьте и напишите. Лучше всего, конечно, писать. Это самые лучшие техники, которые очень хорошо помогают структурировать эту кашу, запутанные клубки мыслей, которые находятся в нашей голове и дают нам бессонницу и головную боль. Сразу пишите. Две полярности, две субличности спорят друг с другом, как лучше сделать. И у хорошей всегда будут аргументы в свою пользу и ее мотивация, что так делать нельзя, это неправильно, да, так надо сделать, потому что это правильно и хорошо для того, чтобы оставаться в этом шаблоне, и тогда как бы все будут довольны. Роль хорошая требует делать так, как надо. Как положено, как правильно. Полярная роль плохая, условно плохая. Она что требует? Она требует сделать, как я хочу. В этой роли и находятся все наши настоящие истинные желания. Как реально мы бы хотели поступить в этой ситуации. Несмотря на все эти шаблоны, как должно быть и как правильно, она просто хочет сделать так, как она хочет. И поэтому нам очень важна всегда эта полярность. Там находятся наши настоящие желания, там находятся наши настоящие истинные цели и задачи, которые нужны именно нам, именно мне, а не для того, чтобы оставаться хорошей в глазах окружающих или в этой ситуации, сохранить лицо. И таким образом весь этот диалог, весь этот конфликт, вся эта дискуссия сводится к одной простой фразе. Это колебание между «хочу» и «надо». И, конечно, шаблон «надо», очень сильный шаблон, очень эмоционально, энергетически заряженный шаблон. Мы живем в нем с самого детства. И очень сложно с этим шаблоном, очень сложно отойти от этого шаблона. И иногда даже сложно начать думать о том, что я на самом деле хочу сделать в этой ситуации, потому что сразу возникает чувство вины. Это наш регулятор между шаблонами. И этот конфликт часто решается в пользу «надо», что вызывает у нас следующий виток
негативных эмоций, раздражения. Казалось бы, мы делаем то, что надо. Но почему столько негатива при этом у нас возникает, столько напряжения? Почему постоянно делать то, что надо, и только то, что надо, приводит человека в состояние хронического стресса? А именно потому, что наши истинные желания заперты, запечатаны. Иначе, если мы начнем их проявлять, мы сразу становимся плохими и ожидаем отвержения окружающих. А иногда сложно даже не то, что запретить себе это делать, а иногда сложно даже понять, чего на самом деле я хочу, потому что это очень сильно запечатано было когда-то, и мы как будто не имеем доступа к своим истинным желаниям, к тому, что нам на самом деле хочется сделать. Подумайте над этим упражнением, поделайте его в конкретных ситуациях в вашей жизни, и вы увидите, да, вы увидите эту картинку, вы увидите этот спор, эту дискуссию, и вы начнете лучше понимать, что происходит, когда вы сомневаетесь и колеблетесь. И, конечно, в этом упражнении старайтесь давать голос другой части, полярной части. Конечно, голос из шаблона хороший мы слышим очень отчетливо, он буквально звучит в нашей голове и очень громко, зато вторая часть, которая была подавлена, она говорит очень тихо, иногда мы не можем вообще понять, что она говорит, и тогда человек говорит: я не знаю, что я хочу, но я действительно не знаю, что я хочу, буду делать то, что надо, так положено. И дальше продолжает жить в негативных эмоциях, в хроническом стрессе, в непонимании своих настоящих желаний. А для того, чтобы дальше с этим работать, дальше с этим что-то сделать, нам нужно сначала понимать, да, что мы имеем. И в следующих наших видео мы будем рассматривать уже, что же теперь с этим можно сделать, как лучше выбирать, как можно вообще выбрать между «хочу» и «надо». Но для того, чтобы понимать, как выбрать, мы должны понимать, между чем и чем мы выбираем. Нам здесь очень важна конкретика, и она нам нужна. Продолжение следует.